Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дубль 2. Меня зовут Галина. Сегодня у нас 5 месяцев, как мы переехали жить из России в Сербию. И я решила подвести финансовый итог, посчитать, во что нам обошелся переезд, в какую сумму. Честно скажу, я до этого не считала общую сумму. То есть мы делали все, что необходимо, стараясь где-то сэкономить, понимая, что у нас не такая большая сумма, которая, в общем, не тянется, не резиновая, как говорится. Вот, старались сэкономить. В общем-то, мебель мы купили и технику в квартиру не самую плохую, но и не самую лучшую. То есть, в принципе, мы обставили нашу квартиру по среднему, скажем так. Поэтому, посчитав сегодня вместе с сыном, мы подсчитали все по позициям, сколько ушло на легализацию в Сербии, сколько ушло на обстановку квартиры, мебели, сколько на технику, билеты и так далее. То есть по всем статьям. Сегодня я могу это озвучить. Наша квартира небольшая, это евродвушка, она 44 квадратных метра. В ней не нужно было делать ремонт, она была в новостройке, полностью готова к заселению, но без мебели. Без мебели, без техники, не было кухни, не было, так как не было кухни, не было, соответственно, на кухне бойлера, а, не было отопления, не было ролет на лоджии. В общем, это все мы сделали отдельно, помимо покупки квартиры. И, значит, получилась такая цифра. Я озвучу сначала по статьям, а потом скажу общую сумму. Приобрели мы нашу квартиру 2 года назад за 60 тысяч евро. Это первая сумма. Дальше. Оформление квартиры нам обошлось в 180 евро. Это была, значит, оплата нотариуса. Туда же входило, у нас были на оформлении 2 свидетеля и 1 переводчик. Кому сколько мы платили, я точно не помню, но в общем это обошлось 180 евро за оформление квартиры. Дальше. Отдельно в нашу квартиру мы делали отопление. У нас не было в квартире отопления, была только сделана разводка, но батарей не было, котла отопительного тоже не было. Отопление нам вышло вместе со всем материалом и вместе с работой 3000 евро. Мебель. Мебель в квартиру мы покупали с нуля, то есть не было ничего, как я уже сказала, квартира была полностью пустая. Нам обошлась вся наша мебель 2 850 тысячи евро. Кухня, сам кухонный уголок, без техники, технику я считала отдельно, вместе с установкой нам обошлась кухня 3000 евро. Ролеты мы установили на лоджию. Без них было совсем не то. То есть на них нельзя было сэкономить, они необходимы, потому что, во-первых, у нас окна выходят на стоянку, где постоянно подъезжают машины. Во-вторых, от ролет такой уют создан там, что это как будто бы отдельная комната еще, которая выходит на улицу. То есть несравнимо намного лучше выглядит с ролетами, чем без ролет. Потом защита от дождя. В общем, они там необходимы просто. Ролеты нам обошлись в 470 евро. Мы не брали сразу в первом попавшемся месте, мы всегда обходили магазины, узнавали, в компании разные обращались, то есть сделали какой-то выбор определенный. Не то, чтобы мы взяли в первом попавшемся месте. Вот. Это было подешевле, в принципе, примерно стоимость почти везде одинаковая. Ну, где-то нас что-то больше устроило, наверное, немножко было подешевле. Также мы установили комарницы на окна. Это сеточки такие, которые раздвигаются. Это не просто, как вот в России у нас были, вставляется и высовывается эта сетка, в рамке такая. А здесь они прям как гофра, они складываются и разъезжаются. То есть их не нужно вынимать, если тебе нужно открыть. Значит, комарницы на всю квартиру обошлись нам, это раз, два, три, четыре окна, обошлись нам в 145 евро. Сборка и доставка. То есть помимо покупки мебели, стоимости мебели всей, также существует еще доставка, за нее берут отдельно, и также сборка.
А, Что-то у меня сын там смог собрать сам, какие-то стеллажи мы брали небольшие, но, конечно, у него нет опыта сборщика, поэтому такие вещи, как там шкафы крупные, да, какие-то в коридор, вот шкаф-купе, то есть, естественно, не он собирал, собирали специалисты. В общем, эта сумма нам стала 345 евро. Дальше техника, вся техника в квартиру. Ну, это что? Это телевизор, это бойлер для нагрева воды на кухню, это плита, духовка, то есть кондиционер. Это, пожалуй, вся техника, что у нас. Значит, она нам обошлась в две 550 евро. Различные, какая-то еще мелочевка была, там, я не знаю, гардины, шторы, еще что-то. Ну, вот то, что уже как можно отнести к категории мелочи, но необходимое для обстановки. Значит, это у нас вышло на 350 евро. Перевозка вещей из России в Сербию нам обошлась достаточно дорого, потому что мы везли очень много. Я даже не буду озвучивать, потому что это лично мои были интересы. Я везла, уже рассказывала несколько раз, что я везла сюда холсты, краски, подносы, свои работы, много-много всего, чего вам, например, это не нужно. То есть я даже не буду озвучивать. Это отдельная категория, которая у каждого человека будет абсолютно своя, а может быть ее и не будет. Возможно, вы будете переезжать вообще без вещей и здесь все купите. Поэтому это мы опустим. Билеты нам обошлись 850 евро. Ну, в одну сторону, естественно. И опять же, это дороже, потому что я уже рассказывала тоже, что мы опоздали на самолет из-за того, что в России задержали наш рейс, вылет. И мы опоздали на 2 часа и, к сожалению, не успели на свой рейс из Стамбула. Билеты же у нас были куплены, естественно, из Стамбула в Ниш. И опоздали буквально на 10 секунд на каких-то, регистрацию закрыли, и нам пришлось оставаться еще на 6 дней в Стамбуле и брать заново билет. То есть билеты купленные у нас пропали. Ну, там не такая высокая стоимость, как из России до Стамбула, это, конечно, дешевле в 3 раза практически, но все равно. То есть с учетом этого нам обошлось на двоих 850 евро. Дальше. Такая статья, как легализация в Сербии. Значит, что сюда входит? ВНЖ. В первую очередь это ВНЖ. Если вы будете делать ВНЖ, не заниматься, как это называется, визараном, вот, по визарану я не знаю ничего, потому что мы этого не делали. Мы изначально, как приехали сюда, сразу оформили регистрацию, белый картон. И когда приобрели квартиру, то уже когда переехали сюда жить, то мы сделали сразу ВНЖ. То есть мы не занимались визаранами, поэтому я подсказать не могу вообще ничего. Значит, ВНЖ обошлось нам 27 тысяч. Значит, сюда что входит в эту стоимость? Это госпошлина по оформлению ВНЖ. Она где-то 22 700, кажется. Дальше идут еще небольшие несколько платежей. Это за взятие биометрии, за сам пластик, за пластиковую карточку Боровка ВНЖ и что-то еще третье. Вот все вместе обходится 27 тысяч динар. Плюс к этому необходимо сделать медицинскую страховку. Медицинскую страховку делают обычно самую простую, которая делается на 1 год. Туда я тоже как-то в одном из своих роликов рассказывала, но сейчас напомню. Которая делается на 1 год. Это не государственная медицинская страховка. По ней пользоваться практически медициной здесь в Сербии нельзя. Она дает какой-то там минимум 2 или 3 посещения терапевта, что-то такое. Делается она для того, чтобы ее просто предоставить в полицию для оформления ВНЖ. То есть это самый минимальный набор на год, который вы можете оформить и который устроит полицию для оформления вам ВНЖ. Стоила она 8 тысяч, нужно сделать за год, и стоило оформление этой медицинской страховки 8 тысяч динар. То есть вот на двоих нам обошлось 16 тысяч еще. Плюс какие-то небольшие совсем затраты, это нужно было сделать копия, в копирке сделать копия документов. Вот, и кажется, все. То есть, в общем, на одного человека вместе со всеми делами, вместе со страховкой медицинской, обходится ВНЖ в 35 тысяч динар. То есть, соответственно, на двоих это 70 тысяч динар.
Мы поменяли также права. Если у вас есть права, вы тоже, скорее всего, будете их менять. Значит, обмен прав российских на сербские обошелся на человека 15 тысяч. Там, значит, госпошлина была 12 тысяч. 1500 – это медкомиссия, на человека 1500 на каждого. И 1500 мы отдали за переводы наших документов. А документы нужно было переводить. Это свидетельство о рождении и моего, и сына. В общем, получилось на каждого человека 15 тысяч динар. Также мы сделали медицинскую страховку государственную, за которую я уже тоже отдельно рассказывала в своем видео. Нам она обошлась на 3 месяца, на двоих, без копеек 30 тысяч. Но это, конечно же, не будет входить в статью, потому что это необходимость для проживания в Сербии. Но вы можете не делать страховку. То есть я считала те платежи, которые оформили мы. Мобильная связь. В месяц мы платим, у сына стоит тариф 3000, у меня стоит 2000. В общем, что у нас получилось? Общая сумма вместе с покупкой квартиры, вместе с легализацией, обстановкой полностью квартиры, это мебели, техники, оформлением ВНЖ и билетами сюда, у нас получилось 74 тысячи евро. Это на двоих. Вот, в общем, вот такая сумма вышла. Я посчитала, и, в общем-то, меня это обрадовало. Потому что общую сумму я понимала, что я не трачу лишнего, я делаю все необходимое, но общей суммы, цифры у меня не было. Я посчитала эту сумму, и меня она вполне устроила, потому что на сегодняшний день, я знаю, наша квартира стоит уже 80 тысяч евро. То есть если 2 года назад мы ее купили за 60, сейчас подобного типа квартиры в нашем районе, вот такие же, стоят 80 тысяч. Мы в эту сумму вписались. Значит, все хорошо, у нас не перевалило, у нас обошлось 74 тысячи евро. То есть, если мы захотим вернуть свою сумму, то мы ее вернем. Меня это обрадовало. Сегодня хороший солнечный день. Мы с сыном решили пешком сходить, поделать дела.
Сегодня первый день зимы в Сербии. И Сербия зимой нас встречает очень солнечной. Сегодня 10 градусов, наконец-то распогодилось. До этого шла целая неделя дождей. Ну, наконец-то хорошая погода. И мы сегодня от дома решили в центр пройти пешочком, прогуляться и сделать дела. Какие дела мы делали, расскажу позже. Мы идем сейчас в компанию Медиана, чтобы получить разрешение для продажи моих работ в общем, в центре города. Мы приехали в магазин Уради Сам. И здесь еще много других магазинов. Декатлон — это спортивный магазин. Большущий. Мы там были. Но мы идем в Уради Сам. Вот так вот уже к Новому году и к Рождеству начинают украшать частные дома. Очень красиво. Каждый дом по-своему интересно украшают.
На ночь глядя решили сегодня еще съездить в метро-магазин. Давно собирались туда доехать. Для тех, кто интересовался, есть ли в Сербии рыба, вот, пожалуйста. Рыбы очень большой выбор в метро, но цены кусаются. Мне метро, честно говоря, не особо понравился. Там выгодно покупать только оптом, если вам нужно большое количество. Все остальное, если по одной штучке, то цены даже повыше, чем, например, мы ходим в Lidl. Поэтому мы вряд ли туда будем часто ездить. Но хотя там есть товары, которых, например, больше нигде не купишь, как вот нори. Мы купили, мы их искали уже давно по магазинам, их здесь нигде нет. И вот там мы их нашли. 450 динар стоит. Буду пробовать делать суши.